Судьбы сиамских близнецов всегда приковывают внимание, увы, зачастую нездоровое. Природа оставляет малые шансы таким детям, но медицинские чудеса случаются. Как, например, было это с Вилией и Виталией Тамулявичути, сросшимися головами-сестренками. В 1987 году, когда мама Дайва вынашивала близняшек, УЗИ еще не делали. По крайней мере, повсеместно. Если мать хорошо себя чувствует, значит все уже неплохо. Патологии маловероятны, примерно так рассуждали врачи во времена отсутствия дородовой ультразвуковой диагностики. Даже мануальное обследование, которое умелым докторам давало немало информации, по каким-то причинам не дало врачам понять, что детей у Дайвы будет двое. Уже сами роды пошли не так, было принято решение об экстренном кесаревом сечении. А когда детей извлекли, поняли, нужно срочно дать молодой маме успокоительное. Поняв, что у нее родились необычные дети, а две девочки, головы которых срослись, Дайва долго не могла успокоиться. Она все время плакала. Зато Бронюс, отец девочек, понял, надо действовать. Он решил, что все будет хорошо, успокаивал жену и не сидел без дела. Обошел немало литовских врачей, прежде чем встретил Александра Коновалова. Талантливый нейрохирург не развел руками, как его коллеги, а решил попробовать, понимая все риски и отсутствие достаточного опыта. Случай все же крайне редкий. Тем временем девочки, Виталия и Вилия, уже начали вставать на ножки. Они росли очень подвижными, и их особенность становилась все опаснее, доставляла все больше неудобств. Понятно было, что они не смогут ходить и жить нормально, если их не разделить. Медики скрупулезно обследовали сестер, и полученная информация давала шанс, мозговые структуры малышек не успели срастить, а это главное. Наличие отдельных кровяных систем у сестричек также убеждало врача в возможности операции по разделению девочек. Но случай настолько уникален, что ни о каких гарантиях не могло быть и речи. Операция могла закончиться трагедией, это понимали и медики, и родители. Пока шла подготовка к операции, а нужно быть провести огромную работу, точные расчеты, девочкам исполнилось 2 года. Дайва успела снова родить, на этот раз совершенно здорового сына. Потому как на руках у мамы был младенец, в больнице с девочками папа провел больше времени. Операция длилась почти сутки. Она даже вошла в книгу рекордов Гиннеса. Но главное, что прошла операция удачно, сестричек успешно разделили. Единственным серьезным последствием разделения стала деформация черепа у каждой из сестер. В месте, где девочки были соединены одной тканью, не растут волосы. За эту особенность девчонок и подразнивали в детстве. Но сами они говорят, что по сравнению с шансом на жизнь это мелочь. В 2015 году в одном из телешоу Вилия и Виталия решили появиться в студии, напомнить зрителям свою историю и рассказать, чем они живут сейчас. Но главное, они пришли на телевидение, чтобы встретиться с Александром Коноваловым, тем самым доктором-спасителем. Встреча получилась очень трогательной, не обошлось без слез. Организаторы программы также сделали подарок девушкам, нарастили им волосы. Оказалось, что сестры давно об этом мечтали, они были в восторге от преображения. Жизнь девушек и сейчас связана с Вильнюсом. Они получили неплохое образование, Вилия выучилась на преподавателя истории, Виталия специализируется на истории искусств. Их работа связана с книжной сетью, то есть девушки стали, можно сказать, гуманитариями. Сестры Тамулявичути признались, что лишнего внимания не любят, а частые упоминания в СМИ с детства их утомляли. Но эта передача как возможность встретиться с чудесным врачом была совсем не лишней. До 20 лет девушки жили вместе, в одной комнате. Потом, по мере обретения самостоятельности, разъехались, но остались невероятно близкими, что можно понять не только сестринскими узами. И все же даже на отдыхе, признались девушки, они берут разные номера. Сейчас девушкам 35 лет. По последним данным, они еще не замужем, но верят, что встретят своих возлюбленных. Их бабушка вышла замуж в 35 лет и родила 3 детей. Тем более, в Европе это точно не возраст отчаяния. Сестры подчеркнули личность папы, Бронюса Тамулявичуса, который просто сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти малышек. Потому планка в поиске мужчины так высоко и была задана. Когда-то операция в Каунасской академической клинике потрясала весь Союз. Уникальный случай успешного разделения дал надежду многим родителям справиться с генетическими особенностями детей. Но эта история оказалась не только про медицину, сколько про 2 мужчин, папу и врачу, смелость и решительность которых подарили девочкам полноценную жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.